Всем привет! И это то редкое видео, где я буду записывать звук в моменте, то есть прямо когда буду что-то делать. Что вообще сподвигло меня записать это видео? Мне пришло оповещение о том, что на мое имя пришла посылка, а я ничего не заказывала. Поэтому я отправилась на почту в ожидании какой-то хорошего или нехорошего сюрприза. Сюрприз оказался очень даже хороший и приятный, за что я благодарю Екатерину. И сейчас мы с вами посмотрим, что же здесь такое. Давайте откроем. Опа. Я уже вижу, что здесь бумага. Мне кажется, что будет видно, а может быть и не будет видно. Но я пытаюсь вам сейчас показать текстуру. Короче, просто поверьте, что у нее небольшая текстурка есть. Я люблю такое. Обязательно с вами все это дело попробуем. Там еще что-то есть. Сейчас все вытащим. Вау. Ой, там еще что-то. Сейчас. Не знаю, кстати, как меня слышно. Проверить возможности нету. Ага. Так, ну первое, что мне бросилось в глаза, это открыточка. Посмотрите, какая чудесная открытка. Я знаю, что многие не очень любят открытки мультивью, или как они там называются правильно. Я на самом деле обожаю. Это как бы в одной открытке много открыток. А такого формата я еще вообще не видела, не получала. Очень круто, очень круто. Так, а что там у нас с другой стороны? Ага. Ага. Интересно. И тут еще вот такая бумажка, тоже с текстурой. И по вот этим вот надписям я понимаю, что здесь есть еще и акварель. Та-та-та-та-та. Бумага Arches. Ага. Вот оно что. Я такое не пробовала, так что это все будет очень интересно. И шоколадки. Я так люблю сладкое, вы бы знали. Обожаю. Это у нас молочный шоколад. 40% какао. Какой-то edition с цветочками. Alles gut. Угу. Прикольно. Так, и вторая. Danke. 60% какао. Интересно, это мы будем... О, вот это вообще... Как оно пахнет, вау. Это чай. Я уже вижу апфельштрудель. Это с яблочным штруделем. Я обожаю штрудели. Обожаю все сладкое вообще. Это... Меня на сладкое можно поймать очень легко. Это мы обязательно все попробуем. Это я уже чувствую, как это пахнет. Это просто невероятно. Так, это у нас бумага для выкраски. А это у нас, собственно, сама акварель, я так понимаю. Ага. Какая интересная коробочка. Прикольно. Вау, тут что-то блестит. Но это будет прикольно, я уже чувствую. Так, что у нас тут? Номер 1. Номер 2. 12. Ага, хорошо. Так, нам нужна вода и кисточка. И я не смогла удержаться. Сейчас 00:02 вторника. Я вам даже покажу. И вы видите, да? Угу. Я не смогла удержаться, и поэтому снимаю сейчас это видео, потому что мне очень интересно, что здесь вообще за акварель такая, и как это все будет выглядеть на выкраске. Так, это я оставлю здесь. И вот у меня есть водичка. И вот у меня есть кисточка. Сейчас мы выберем кисточку. Так как довольно большие тут квадратики, я думаю, что мы еще добавим сейчас здесь карандашом или ручкой. Наверное, карандашом. Я извиняюсь за шум. Не привыкла вообще записывать, одновременно говорить и записывать видео, а не сверху потом накладывать. Это очень, очень странные ощущения. Как будто сама с собой разговариваю.
в моменте, мы добавим сюда какую-то что-то, чтобы посмотреть укривистость этой краски. Да. Что же мы добавим? Ну, просто, наверное, полосочку. Только надо более жирный карандаш, наверное. Вот этот. Так. Я знаю, что кто-то делает зигзагом, кто-то вообще извращается там по диагонали, все остальное. Но так как у меня сейчас 12 часов ночи, завтра подъем в 8 утра, и эту ночь я почти не спала, поэтому я думаю, что горизонтальные линии отлично сюда подойдут. Просто замечательно. Просто чтобы посмотреть, ну, укрывистость, потому что я все-таки не знаю, что там за цвета пока что. Так, ну что, поехали. Это волнительно почему-то так. Уф. Так. Откроем номер 1. Или 1. Да. Выглядит такой болотно-зеленый, вкусный. Такой, как немножко какую-то конфету напоминает. Наверное, это для всех акварелистов такая история, что любая акварель напоминает нам конфетку. Моем кисточку хорошенечко. Так. Угу. Сейчас немножко смочим всю эту историю. Не знаю, вам видно вообще что-нибудь? Вот так. Так, наверное, лучше будет видно. Так, водички. Ну, такая, знаете, достаточно густая история. Ее много не надо, а я уже много набрала. Так, попробуем на бумаге. Вообще и бумага мне не знакома, и акварель не знакома. Чувствую себя так, как будто я первый раз акварель вообще в руках держу. Честное слово. Так. Вау. Девочки и мальчики, это великолепно. Я вообще люблю такой травянистый оттенок. Он чем-то мне напоминает сабгрин, но такой более... Сейчас... У него как будто бы вот в размытии он ближе к майской зеленой, но не такой кричащий. А в неразмытом варианте я бы сказала, что это сабгрин или хукера грин. Что-то вот такое. Но прикольно. Мы посмотрим, как это будет выглядеть, когда это высохнет еще. Интересно. Так, мы здесь еще добавим чуть-чуть. Вау! Он еще в самом-самом таком, как сказать, неразмытом состоянии, когда он вообще коричневый. Чё? Это интересно. Знаете, это выглядит так, как будто я его потащу на пленэр, скорее всего, потому что это интересно. Это интересно. Так. Хорошенечко вымываем кисть. Вообще, коробочка классная на самом деле. Тоже на пленэр таскать, самое то. Номер 2. Смотрим, что тут у нас. Что это? Что это такое? Водички. Тоже что-то зеленоватое? Нет, по-моему. Вам, наверное, даже ничего и не видно. Но я пыталась установить лампу настолько, насколько это было возможно. Надеюсь, вы что-то видите. Так. Тоже набирается довольно жирненько. Довольно жирненько. Я бы сказала, что это его какой-то брат. Но такой посерьезнее. Какие странные у меня описания акварели. То есть это такой, знаете, брат, который там на серфе, вот это все, а этот такой за учебниками сидит. Угу, да, такие у меня описания сегодня. Вообще какую-то таежную историю, какую-то тундру рисовать, мне кажется, вообще клево. Хороший цвет. Я вообще люблю такие
такие немножко, как даже их обозвать, не знаю, нестандартные оттенки, такие немножко урбанистические, даже как-то даже не знаю подобрать какое слово, то есть такие немножко, как мы их видим вот в реальной жизни, у которых не выкрутили насыщенность. То есть это вот может быть какой-то такой прям мох, может быть что-то, какой-то камень замшелый, что-то вот в этом роде, не знаю. Мне очень нравится. О, тут выпал осадочек, это вообще прелесть, мне нравится. Такой коричневатый осадочек у зеленого, очень приятно. У меня прям какая-то, знаете, ассоциация с каким-то волшебным лесом. Что-то такое, надо будет этим обязательно написать. Так, идем дальше. Пока что это выглядит так, как будто мне придется покупать уже 2 новых цвета. Так, номер 3. Так, тоже что-то, по-моему, зелененькое будет. Сейчас водички поболее добавим. Они все очень хорошо набираются на кисть. Такие не мылкие и приятные. Ну, все 3 из 3, которые я попробовала. Ой, это такой укрывистый более, как будто бы. И он как будто более синий. Ну, то есть это понятно, что это зеленый, да? Но как будто в нем есть вот такая синева, какое-то что-то... Да, это такой еловый, как будто бы может быть даже цвет. Ну это Deep Sub Green, собственно, здесь и написано, да. Мне нравится. О, и мы здесь добавим водички побольше, потому что что? Потому что я увидела грануляцию. Грануляция хочет водички. Очень красивый цвет. А этот все более круто проявляется. Это прям вот реально рисовать замшелые камни. Это... Уф. Походу, мне придется продавать почку, потому что Дэниел Смит, ну вы сами понимаете, сколько он стоит. Не, ну, у меня есть пленарный набор, да. Спасибо Екатерине. Ой, это красиво, все это очень красиво. Особенно зеленые оттенки сейчас как никогда актуальны, лето же. Но мне кажется, эти цвета актуальны будут еще и осенью, и зимой, потому что, особенно вот эти 2, они прям такие многофункциональные, я бы сказала. Идем далее. И у нас идет номер 4. Моем хорошенько кисть. И это, по-моему, какой-то вот из тех блестящих, которые я увидела, перевернув коробочку изначально. Я тут водичку капаю. Вам не видно? Этого какой-то изумрудный, какой-то что-то такой блеск есть. Но при этом сам цвет что-то типа майской приглушенный. Такой довольно интересный. Смотрим. Серпентин Грин. Я так понимаю. Да, ой, какой вкусный оттенок. Но я все не могу оторвать взгляд от первого цвета, потому что он там просто живет своей жизнью. У него какая-то невероятная дикая тусовка происходит. Ага, и вот посмотрите, видите, у этого укрывистость значительно меньше. То есть это такой из более прозрачных оттенков. Интересно. Тоже у него небольшая грануляция. Это прикольно. Пока что самый укрывистый это вот эти 2. Потом вот этот. И вот этот пока что самый неукрывистый. Это не говорит для тех, кто вдруг, может быть, не шарит, случайно открыл видео и так далее. Это не значит, что акварель хуже или лучше. Это просто ее свойства. Есть укрывистые, есть неукрывистые, есть полуукрывистые и так далее. Такими вот вообще как бы в классической акварели, если мы говорим за прям вот супер классику, прозрачные цвета — это вся фишка акварели, да. Но и менее прозрачные оттенки тоже имеют место быть, конечно. Тут прям вообще
Феерия. Дальше. Да. Но это такой тоже сочный. И мне кажется, у него тоже есть грануляция небольшая. И он выпадает таким чуть-чуть коричневым осадком. Но мы посмотрим это тогда, когда он высохнет полностью, да. И мы переходим к следующему цвету. Мне кажется, это что-то, какой-то шиммерный оттенок. Так я это вижу. Сейчас мы сюда накапаем водички. Кисточку помыли. Такой голубовато, зеленовато. Я бы сказала, что это фтала какой-то. С блесточкой. Вау. Вы посмотрите, это прям водоросли какие-то, может быть, рисовать можно. Или что-то такое подводное. Какую-то подводную историю. Я уже вижу, что это может быть какие-то акценты на открытках новогодних, потому что, ну, все мы понимаем прекрасно, что к зиме мы начинаем готовиться уже летом. Немножко беру в... Ой, заболталась и... Да, такой прикольный мятный оттенок. Мне нравится. Мне нравится определенно. Но я вообще шиммеры не так часто использую в своей работе. И чаще всего, ну, как акценты. Мне кажется, что почти все так делают. Интересный цвет. Он тоже прозрачный. И тоже у него присутствует такая как грануляция небольшая. Интересно. Пока что вот просто мой топ, это вот номер 1. Он просто покорил мое сердце. Это будет, наверное, первый цвет, который я куплю из всей этой палитры. Прям целый тюбик. И вот эти вот два тоже интересные, но это, наверное, ближе к зиме. У этого, знаете, еще такой серовато-голубоватый подтон есть, как будто. Может быть, я, конечно, его... Нет, есть немножко, да. Но я вблизи покажу, когда закончу выкраску делать. Это прикольно. Мне вообще нравится, когда у цвета не просто, вот, допустим, тупо зеленый или там тупо красный, или там синий с красным подтоном, а есть какая-то еще что-то выпадает осадком. И это такую реалистичную картину делает из-за того, что, ну, в реальной жизни тоже на камнях, там, когда, например, тот же мох, он же не весь одного цвета, и прорисовать каждую крупочку это дорогого стоит. А тут прям уже половина дела за нас сделана. Идем дальше. У нас номер 6. Кобальт. Угу. У меня вообще в палитре, по-моему, нету кобальта. Я как-то с момента, когда обиделась на Невскую, убрала их кобальт, а новый так и не купила. И я вместо кобальта фталоциан... Не фталоциан. А что у меня вместо кобальта? А я не помню. Не помню, такой... Что-то между голубым и зеленым тоже. Потом, если интересно, я напишу под видео. Так. Смотрим, что тут у нас. Кто тут у нас? Угу. Вот он похож по оттенку чуть-чуть на Невскую, но он более яркий и он более прозрачный. У Невскую он все-таки такой дико мыльный и неинтересный. Ой, грануляция. И вообще все здесь в порядке. И прозрачный. Вы посмотрите, какая прелесть тут происходит. Вообще, мне нравится, мне нравится. Такая прям получается какая-то лесная летняя палитра. То есть прям вот просится нарисовать какой-то пикник, может быть, что-то такое, но не... Ну, в какой-то прям в глуши. Интересно, мне нравится. Дальше я вижу, что здесь есть шминки. Угу. Номер 7. Смотрим. Так. Океанический. Первая мысль вот сейчас, я когда начала размывать, как будто, может быть, что-то... Он будет укрывистый, мне кажется. Ну, может быть, я ошибаюсь.
цвет такой интересный. Напоминает почему-то мне униформу какую-то, может быть, какой-то халат зубного врача или медсестры. О, туман. Он очень напоминает еще туман. Мне нравится такой цвет. Тоже полупрозрачный или даже прозрачный. Я так, на первый взгляд, конечно, затрудняюсь сказать. И грануляция. Угу. Блин, это великолепно. Я, конечно, приверженец красок акварельных от Rembrandt, потому что мне нравится, что они однопигментные, у них классные оттенки тоже, и они крутые, качественные, на мой взгляд, без сюрпризов, я бы сказала. Но все-таки надо отдать должное Дэниел Смит, они прям запариваются по поводу вкусности, интересности каких-то смесей прикольных. Ну, шминки я пробую тоже первый раз. Ну, вернее, Дэниел Смит я какие-то цвета пробовала, а вот шминки я пробую вообще первый раз. То есть у меня не было никогда такой возможности, и вот благодаря подписчице появилась. Тут тоже какая-то невероятная история происходит, но мы пока пойдем дальше. Тут снова у нас Дэниел Смит. Сейчас мы водички. Так. По-моему, это что-то тоже из зеленых, голубовато-зеленых. Что-то будет. Сейчас. Угу. Вот это его братик, да, я так понимаю. Более такой жирный в нанесении. Более яркий. И морской, мне кажется, в большей степени. Такой прям... Это озеро. Что-нибудь такое. Тут он поярче, да. Здесь тоже у нас грануляция вкусная всякая. Интересно. Я здесь еще чуть-чуть добавить хочу, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Он такой тоже полуукрывистый. Даже, может быть, полуукрывистый, полупрозрачный. Либо вовсе прозрачный. Мы это увидим после высыхания. Идем далее. Номер 9. Номер 9. Вот так вот даже невозможно сказать, что это за цвет, если не делать выкраску. Я поэтому удивляюсь, когда люди говорят, что они не делают вообще выкраску. Есть такие? Может быть, конечно, у людей феноменальная просто память, невероятная. Я такой, к сожалению, не обладаю. И уже, наверное, у меня такой не будет. Так, что тут у нас? Это более укрывистая история. Вай. Вы посмотрите. Я надеюсь, он на видео вам не выглядит черным, потому что он не черный. Он такой, я бы сказала, батя вот этих двух. Если можно так выразиться. Так. В размытии вам должно быть видно, что это, как это. Такой серовато-голубой. Да, серовато-голубой. Интересный. Тоже какое-то вкрапление там присутствует. Грануляция. Чуть-чуть водички добавим. Так, идем дальше. Номер 10. Так. Он как будто чуть-чуть блестит, или мне кажется? Поначалу он не выглядел, как будто он блестит. Но, может быть, конечно, это у меня в глазах блестит. Это такой почти такой немножко черновато-синий. Это знаете, что мне напоминает? Индиго, которые сняли с производства. Вот оно мне его напоминает. Но он, конечно, не был такой крутой в размытии.
Он был более плоский, а этот прямо такой солидный дядя. И тоже у него просто тут веселье начинается с водой. Это красота какая-то невероятная. Так, у нас осталось 2 цвета. Так вот, на первый взгляд, мне кажется, что это будет что-то типа умбры. Может быть, сырой. Нет, наверное, жженой. А почему я не читаю? У меня вообще здесь написано название, но я почему-то жестко пытаюсь их угадывать. Это странно? Это странно? Напишите в комментариях. Не знаю. Так. Тут вообще написано гематит Violet. Угу. Сейчас мы... Вау. А ты чего такой прозрачный, брат? Он блестит? Почему у меня все блестит в глазах? Боже, вы посмотрите, что это за чудо. Я таких не видела еще. И у этого цвета, естественно, плотного нанесения не будет. Тут будет совсем другой эффект. Тут ради другого он живет, скажем так. Батюшки мои. Вот такую историю я первый раз вижу. У него сначала вот пока что, да, пока мы только нанесли, первое, что я вижу, наверняка этого камера не передает, к сожалению, персиковый подтон и какая-то вандиковая или умбра выпадает в осадок. Может быть, это на хроме, кстати, сделано, я не знаю, надо будет потом посмотреть. Но выглядит это просто невероятно. Наверное, вам покажется странным, что меня так удивляет цвет, краски, акварели, все остальное. Но я действительно не встречала еще такого цвета, поэтому да, удивляться таким вещам тоже приятно. И у нас последний цвет. Что-то у нас здесь карминового характера такого. Сейчас. Напоминает пока что по цвету ягодку. Как это называется? Из которой чай делают для понижения давления. Не вспомню, как она называется. Но может быть и нет. Может быть что-то малиновое такое интересное. Так. Выкрашиваем. Вау, а он здесь вообще по-другому выглядит. Вы когда его набираете на кисть, он выглядит таким, знаете, более, ну, что ли, укрывистым, чуть-чуть с белесостью какой-то. А вы когда начинаете наносить, он такой супер прозрачный, не вырвиглазно Барби розовый, но при этом очень яркий. Интересно, какая у него светостойкость, потому что я знаю, что вот эти все цвета, которые оперу какую-то напоминают, да, это называется, наверное, с таким флуоресцентно-розовым оттенком, они менее светостойкие. Но я не знаю, какой этот, поэтому не могу сказать. Это мы можем потом посмотреть с вами в интернетах и сказать, что да как. Вот такая выкраска у меня получилась. Этот наборчик у меня будет для пленеров, я так чувствую, потому что здесь есть очень классные оттенки для всего, по сути. Единственное, может быть, я добавлю сюда какие-то из основных своих, я подумать должна. Но выглядит, конечно, это вау. Сейчас я вам поближе все это покажу. Итак, номер 1. Так, сейчас, секунду. Так, я переключила запись на 4К, чтобы было лучше видно, и подставила лампу сюда. Я надеюсь, что вам будет хорошо видно все это. Ну, посмотрите, ну это разве не вау? Это же абсолютный вау.
Насколько, конечно, там камера передает, я не знаю. Но это просто невероятный вау. Вот так сейчас выглядит Нью-Йорк на самом деле. Из-за задымления, мне кажется. Может быть, более теплый там оттенок, но в целом, да. Серпентин. Вот это чудо блестит. Вот это. Угу. Кобальт. Мне нравится Дэниел Смит тем, что у них цвета, как будто они каждый имеет какую-то свой характер, что ли. И вот тут вот не видно, к сожалению, по-моему, на камере. Но вот у номера 7 легкий коричневато-персиковый подтон присутствует. Он не просто голубовато-серый, он с подтоном. Вот это тоже очень крутой. Вот это чудо, про которое я говорила. И 12-й. Вау, это круто. Что-то я хотела сказать. Вылетело из головы. Да. Вот такая выкраска у нас получилась. У нас еще осталась бумага не протестированная. Ну, то есть мы на ней выкрашивали, я так понимаю. Но мне бы хотелось еще сделать какой-то рисунок этим именно набором, без дополнительных цветов никаких, на той бумаге и посмотреть, что из этого получится. Поэтому я хочу предложить вам написать в комментариях, как вам кажется, на что вас вдохновляют вот эти вот цвета. У меня уже есть пара идей, но, может быть, у вас есть что-то, что вы видите, вы когда смотрите на эту выкраску, какие цвета, на что эти цвета вас вдохновляют, и что бы вы хотели, чтобы я нарисовала. Может быть, какую-то из этих идей я реализую. Тут у меня аж несколько листиков, так что посмотрим. И это будет одно из ближайших видео после вот этого. Еще раз огромное, просто невероятное спасибо Екатерине за такой подарок. Это вообще какая-то уникальная история, когда человек выигрывает в конкурсе, и ты ему отправляешь подарок, а он тебе в ответ присылает подарок. И это меня радует, что на меня подписываются такие люди. Это очень приятно. Вообще, это всегда очень приятно получать подарки, но вдвойне приятнее неожиданные. Это прям круто. Всем спасибо. Ставьте пальчики вверх, сердечки, что там у вас. И все ставьте, все пригодится. И подписывайтесь, чтобы не пропустить видео, где я буду этим набором рисовать полноценную какую-то работу. И что ж, давайте-ка приступим. У меня это следующий день, для вас это продолжение этого видео. И я решила начать с наброска по мокрому. Вообще я сначала сделала какую-то попытку набросать акварельным карандашом, но поняла, что нет, и будем работать экспромтом. Выбрала картинку. Это тайга, по-моему. Да, я проверила, это тайга. Мне очень понравилось, как свет передан на этой фотографии. Я ее тоже покажу вам, естественно. И начинаю потихоньку заливать. Больше всего в работе я использовала Green Apatite Grey, серпентин и Blue Apatite. Они оказались самыми подходящими, на мой взгляд, по палитре. А еще интересный эффект, когда я рисовала, мне казалось, что я использую в основном синие оттенки, но, несмотря на это, все равно у меня работа получилась более зеленая, чем референс. Я не расстроилась, мне очень нравится результат, который получился уже, потому что я озвучиваю поверх это видео. А еще в процессе я поняла, что мне стоит изучить, как рисовать не листву, а иголки хвойных деревьев, потому что вот этот метод, который я здесь использую, больше подходит, наверное, для
лиственных деревьев. Но, в принципе, мне кажется, и так вышло неплохо. Напишите в комментариях, как вам. Но я узнала о себе момент какой-то, вот, где у меня пробелы, и поэтому я очень рада, что смогу его восполнить в будущем. Мне нравится, как получился мох на деревьях, и тут я уже дорабатываю какие-то мелкие детали. Это родонит, 12 цвет, он очень классно выдвинул на передний план вот эту зеленую часть. И сейчас я убираю скотч. И такая вот работа у меня получилась. На заднем фоне вы видите референс также. И вот так. Всем спасибо. Большое спасибо за эту акварель. И до новых встреч в новых видео.